Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем розовую магнолию. Мы с вами уже рисовали магнолию, но яркую, насыщенную, сиренево-фиолетового цвета. Сегодня мы будем рисовать магнолию контуром и заполнять ее цветом. Ссылку на предыдущее видео с магнолией я оставлю в конце видео. Итак, приступаем. Набираем на среднюю кисть черную тушь, или если вы плохо работаете с тушью, можно взять и черную краску. Работаем кончиком кисти. Мы сейчас с вами делаем то же самое, что если бы мы рисовали, допустим, акварелью, и сначала наносили карандашный рисунок на лист бумаги. Но это будет не просто как карандаш, это будет и также цветная часть рисунка. Итак, кончиком кисти линиями мы сначала прорисовываем форму и структуру цветка. Как мы уже с вами знаем с предыдущего видео с магнолией, у магнолии очень раскинутые и иногда красиво и странно изогнутые лепестки, которые имеют весьма твердую форму. Поэтому даже когда выпадает снег, который еще так часто встречается в весеннее время, магнолию это ничуть не пугает. И она очень красиво выглядывает из-под выпавшего снега. Итак, какие линии? Линии мы рисуем от точки до точки. То есть лучше всего сначала зафиксировать кисть на бумаге в начале мазка и затем провести уверенную линию в нужном направлении. Линии могут быть волнистыми и отрывистыми. Мы уже с вами знаем, что если оказывать большее давление на кисть, то, соответственно, мы получаем более толстую линию или более сильный отпечаток. Если мы делаем более меньше давления, оказываем на кисть, то тогда и линия более тонкая, и отпечаток более меньший. Также здесь есть еще один момент. Мы рисуем на рисовой бумаге. Рисовая бумага очень хорошо впитывает краску и влагу. Соответственно, если мы замедляем свое движение в процессе мазка, то в этот момент бумага автоматически с жадностью впитывает краску с кисточки. Соответственно, в тех местах, где мы замедляемся, линия будет более активного цвета и более утолщенная. А там, где мы замедляемся, линия будет более тонкая и менее насыщенная по цвету. Также мы можем регулировать концентрацию туши на кисти тогда, когда мы ее уже набираем. Соответственно, также и влажность кисти. Излишнюю влагу, излишнюю тушь и краску мы всегда можем убрать об салфетку, просто проведя кистью об салфетку. Именно об салфетку, потому что салфетка, так же как и рисовая бумага, она хорошо впитывает влагу, то есть она не водоотталкивающая. Итак, важно еще и знать структуру цветка. Сейчас я рисую цветок, который мы смотрим на него прямо в раскрытом виде, поэтому у него такая интересная замысловатая серединка. Поэтому, когда вы изображаете что-то, тем более, когда вы еще только начинаете рисовать, лучше всегда иметь перед глазами то, что вы рисуете, либо натуру, либо фотографию, либо если вы копируете какую-то работу, то, соответственно, саму эту работу. Также не забываем изображать цветки в разных ракурсах, чтобы работа была живой и интересной. Также при расположении цветков и вообще всего чего угодно, мы должны помнить, что в нашей композиции не должно быть стопроцентного равновесия. Какую-то часть мы должны более утяжелить, а где-то уменьшить количество изображаемых объектов, что тоже придаст нашей работе большую натуральность. Также можно работать и сухой кистью при контурном изображении.
потом поверх навсегда все равно наносится, как правило, краска. Так что можете работать и сухой кистью, используя эффект сухой кисти. Как я уже говорила, можно высушить вашу кисть об салфетку. Напоминаю, что мы работаем кончиком кисти, и прежде чем совершить движение, линию, которая может быть прерывистой и волнистой, то есть вы можете начать движение быстро, потом его замедлить, но мы уже обговорили, что при этом может произойти, какую толщину и какую концентрацию, насыщенность вы получите. Итак, мы фиксируем кисть на бумаге, ставим ее на кончик, фиксируем, то есть получаем точку и затем ведем в нужном нам направлении, опять приходя, собственно говоря, к точке. Итак, изображаем последний цветок и затем переходим к цвету. Пока контур подсыхает, а он обязательно должен высохнуть, прежде чем нанести цвет, иначе он расплывется, мы прорисовываем стебли. Движением каким? От точки до точки. Фиксируем кисть на бумаге, проводим уверенную линию и опять приводим ее к точке. Толщина линии зависит от давления на кисть. Увеличиваем давление, получаем большую толщину, больший отпечаток. Уменьшаем, значит, меньшую толщину. Цветки насаживаем на ветки, ветки подводим к основному стеблю, в данном случае стволу, что касается магнолии. И все-таки контуром наметим несколько листьев по тому же самому принципу, как мы рисовали и цветки магнолии. Как я и говорила, рисунки лучше заземлять, но в данном случае мы нарисуем не землю, а вазу. Поставим нашу ветку в вазу. В данном случае, когда изображала верхушку, я просто провела линию, прижав кисть целиком от кончика до пяточки, а потом то же самое сделала, поставив кисть не горизонтально, а вертикально, а затем провела несколько линий сухой кистью горизонтально. И получила структуру вазы. И заполнила пустое пространство в вазе просто отпечатками, прикосновениями кисти, смешав коричневый, которым я рисовала вазу темно-коричневый, с черной тушью. И немного обведем контуром кончиком кисти. Теперь, когда мы работаем с цветом, я буду работать большой кистью, потому что цветы достаточно объемные. Я набираю на кисть чистую воду. И на самый кончик я насаживаю тот цвет, которым я хочу, чтобы моя магнолия была окрашена. В данном случае я взяла бордовый, разбавленный водой. Как вы видите, я прижимаю кисть от кончика до самой пяточки. Кончик у меня смотрит в основание цветка, а пяточка в конец лепестка. Значит, кончик в середине цветка, а пяточка на окончании лепестка. Я просто прижимаю кисть от кончика до пяточки и заполняю лепесток этим отпечатком. То есть поставила поставила кисточку от кончика до пяточки, ее прижала и протащила либо влево, либо вправо, не отрывая кончик от прижатого места. То есть кончик всегда фиксированный, и тем самым заполняю лепесток. И как вы видите, к середине цветка он получается заполненный цветом, а к краям лепестков он получается просто водянистым, заполненным водой. И это нам дает очень красивое распределение цвета. Он очень сам естественно красиво расплывается по бумаге, по той форме, которую мы заполняем, которую прежде нарисовали контуром.
Это и дает очень красивый эффект. Цветки получаются как бы подсвечены цветом изнутри. И зеленым мы просто заполняем несколько листьев, которые нарисовали. Работа должна окончательно высохнуть. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии о том, что бы еще вы хотели нарисовать.